Всем привет! Недавно мы получили новые кадры с поездки Тэхёна и Чонгука в Лос-Анджелес. Мы видели их вместе в аэропорту несколько дней назад, а теперь они оба поделились кадрами с перелета, демонстрируя более интимную и непринужденную сторону своей повседневной жизни. Среди всех откровений одно фото привлекло наше внимание больше всего. Тэхён сидит на коленях у Чонгука. Это может показаться незначительной деталью, но для тех, кто внимательно следил за их историей, этот жест говорит о многом. Этот момент не был наигранным или постановочным, это не была профессиональная операторская работа или сценарий. Они были только вдвоем, им было комфортно, спокойно и, что самое главное, они были счастливы вместе. Видео вызвало шквал комментариев. Некоторые пытались преуменьшить это, говоря, что между ними ничего нет, что это просто дружба или простое совпадение. Но правда в том, что между Тэхёном и Чонгуком всегда была особая связь, близость, которая выходит далеко за рамки того, что обычно показывают на камеру. Этот момент в самолете не был единичным случаем, есть множество деталей, подтверждающих их отношения. Например, они тренируются вместе в одном спортзале, проводят время вдали от публики и стараются держать важные для них вещи в тайне. Их отношения не нуждаются в объяснениях, не говоря уже о одобрении тех, кто упорно отрицает очевидное. Удивительно во всем этом то, как, не говоря ни слова, им удается передать так много. Достаточно одного лишь взгляда друг на друга, того, как они поддерживают друг друга, и спонтанных жестов, например, того, что Тэхён сидит на коленях у Чонгука. Эти моменты не нуждаются в оправданиях или выдумках, они просто происходят, потому что им комфортно быть самими собой. И хотя они предпочитают не делиться подробностями своих отношений с публикой, есть небольшие знаки, которые, если их заметить, невозможно игнорировать. Мы не впервые видим их вместе. Они часто путешествуют вместе, общаются с друзьями или просто поддерживают друг друга в важных ситуациях. Разница теперь в том, что это видео просочилось в сеть и невольно подтвердило то, что многие давно подозревали. Важно также помнить, что есть вещи, которые они предпочитают держать в тайне, и это нормально, они заслуживают своего личного пространства, чтобы защитить свои отношения от посторонних глаз и наслаждаться тем, что у них есть, не устраивая из этого зрелища. Однако, когда они решают продемонстрировать нам немного этой близости, они делают это с естественностью, которая дает понять, что их близость – это не стратегия или корпоративный трюк. На одной из последних встреч группы мы видим простую, но многозначительную сцену. Чонгук, Тэхён и Чимин держат кусок хлеба. Это теплый кадр, как будто они празднуют что-то важное вместе. Все указывает на то, что этот небольшой тост прозвучал после того, как Тэхён и Чонгук прибыли в Лос-Анджелес, где собрались остальные участники BTS. Это не первый подобный случай. Чонгука и Тэхёна часто можно увидеть путешествующими вместе, и когда они с группой, они часто сами берут на себя инициативу приглашать других, как это было в этот раз с Чимином. Подобные моменты не всегда попадают на камеру, возможно, именно поэтому многие люди не понимают или не принимают того, что происходит у них на глазах. Связь между Тэхёном и Чонгуком очевидна для тех, кто следит за их историей уже какое-то время. Примером этой близости может служить момент, когда их впервые увидели в ресторане, только вдвоем, без камер и персонала, наслаждаясь частным ужином. Позже они вернулись в то же место, но на этот раз с Чимином. Эта сцена говорит о многом, если присмотреться. Чонгук и Тэхён проводили время наедине, давая друг другу личное пространство, но также общаясь с друзьями. Их отношения были гармоничными, вместо того, чтобы прятаться, они жили так, как им хотелось, без лишней суеты. Однако есть те, кто упорно отрицает эти доказательства. Они предпочитают оправдывать каждый момент, говоря, что это всего лишь часть фан-сервиса, хотя реальность гораздо проще. Тэхён и Чонгук вместе, потому что им так комфортно и точка. Вот почему, даже если их взаимодействие порой не попадает в центр внимания, те, кто обращает на него внимание, знают, что они продолжают создавать совместные воспоминания, поддерживают друг друга и заботятся друг о друге. Еще одна деталь, вызвавшая много обсуждений, знаменитая фотография Чонгука, сделанная во время прямой трансляции с Чимином.
В то время Чингук пытался нарисовать Чимена, но рисунок получился больше похожим на Банг PD, что вызвало смех. Позже, когда Чингук захотел перерисовать рисунок, Чимен довольно резко закрыл блокнот. Выражение лица Чингука было ясным, хотя он ничего не сказал прямо. Позже некоторые поняли, что Чимен удалил рисунок, и начали циркулировать слегка преувеличенные теории. Многие стали говорить, что Чимен был зол на Чингука за то, что тот проводил так много времени с Тэхёном, но правда в том, что эта идея абсурдна. Причина, по которой Чимен удалил рисунок, была гораздо проще, ему не понравился результат, и это правда. Дело было не в ревности или конфликте между ними, скорее конкретная ситуация была неверно истолкована, как это часто случается, когда все видишь со стороны. Однако важен не сам рисунок, а то, как эти моменты, большие и маленькие, раскрывают аспекты динамики между участниками группы. И среди всего этого отношения между Чингуком и Тэхёном остаются неизменными. Они присутствуют друг с другом в повседневной жизни, в мелочах, в тишине и в общем смехе. Они могут не показывать это миру, но и не скрывают. Тем, кто следил за их историей годами, нет нужды искать доказательства. То, что существует между ними, строится со временем, ежедневным сосуществованием, поездками вдвоем, частными ужинами, жестами, которые многие не замечают, но ценят те, кто умеет смотреть друг на друга. Им не нужно говорить об этом открыто, чтобы знать, что их связь настоящая. В том, как Тэхён и Чингук соединяются друг с другом, есть что-то такое, что нелегко заметить у других. Дело не только в том, как они выглядят или что делают, когда вместе. Это нечто более глубокое, более естественное, как будто они говорят на своем собственном языке, не требующем слов. Между ними жесты говорят о многом, но их связь выходит за рамки того, что можно объяснить простым просмотром фотографий или видео. Когда они вместе, всегда царит ощущение спокойствия, неважно, находятся ли они в репетиционной комнате, на интервью или за кулисами за несколько минут до выхода на сцену. Если один нервничает, другой наклоняется ближе. Иногда достаточно лишь прикосновения к плечу, долгого взгляда или короткого шепота. В других случаях они сидят рядом, не говоря ни слова, как будто молчание между ними тоже что-то говорит. Поразительно, что такого взаимодействия не происходит с остальными в группе. Тэхён и Чингук ведут себя вместе по-другому. Они уверенно прикасаются друг к другу, они обнимаются, не думая о том, кто за ними наблюдает, они держатся за руки, как будто это самое обычное дело в мире. И это не значит, что они делают это только на публике или во время выступления. На самом деле, многие из их самых искренних моментов происходят в сценах, которые не предназначены для показа. Например, когда они собираются в гримерке или думают, что никто не снимает.